Привет, друзья! Сегодня в политических кругах Берлина активно обсуждается новая реформа Фридриха Мерца, которая может существенно изменить привычное для нас с вами понятие больничного листа. Правительство канцлера предлагает пересмотреть систему временной нетрудоспособности, отойдя от классической схемы «здоров или болен». Вместо этого планируется внедрить 4 уровня состояния пациента – 100, 75, 50 или 25% нетрудоспособности. По задумке авторов, врач теперь не просто выписывает справку, а вместе с пациентом определяет, какую долю рабочих задач тот в состоянии выполнять, даже находясь на лечении. Фактически власти предлагают пересмотреть тот старый немецкий принцип «все или ничего». Логика чиновников такова. Если у офисного сотрудника, например, травма ноги, он теоретически может выполнять часть задач за компьютером из дома на 50%, не выпадая из процесса полностью. В качестве примера Берлин ссылается на скандинавские страны, где подобная модель, по оценкам сторонников, помогает экономике сохранять стабильность, а вот людям не терять квалификацию и свой доход. Параллельно с этим на повестку вернулся вопрос об отмене или ограничении выданных больничных по телефону, что дополнительно ужесточает правила в системе социального страхования. Однако немецкий социальный союз уже выступил с резкой критикой этой инициативы. Представители организации предупреждают о возможном эффекте бумеранга. Если человек под давлением обстоятельств выходит на работу, до полного восстановления риск осложнений может увеличиваться. В долгосрочной перспективе это способно привести к росту расходов именно на лечение и социальную поддержку. Более того, профессиональное сообщество врачей общей практики, включая доктора Блюменталь-Байер, выражает обеспокоенность. Медики опасаются, что новая система может сместить акцент их работы в сторону оценки работоспособности, а нагрузка на клиники возрастет из-за дополнительных административных процедур. Разногласия между врачами и правительством Мерца упираются в две принципиально разные философии восстановления трудоспособности. Чтобы вы понимали, в чем подвох, медики обеими руками за так называемую гамбургскую модель. Это проверенный десятилетиями механизм, когда после тяжелой болезни или тяжелой операции человек не прыгает сразу в омут 40-часовой рабочей недели, а возвращается в строй постепенно, например, начиная с 2 часов в день. Врачи настаивают, здесь главная роль должна принадлежать именно работодателю, который должен адаптировать рабочее место и график под восстанавливающегося сотрудника. Однако Берлин продвигает совсем иную, более спорную концепцию частичной больничной, и именно она вызывает наибольшие вопросы у медицинского сообщества. В чем же разница? Частичный больничный предполагает, что даже при обычной простуде, например, или легком недомогании врач может выписать вам 50% нетрудоспособности. С юридической точки зрения, по нынешним законам Германии вы либо работаете, либо лечитесь. Новая же модель вводит именно вот это, назовем так, полурабочее состояние, что, по мнению доктора Блюменталь-Байер, может создавать почву для спорных ситуаций со стороны компаний. Правительство Мерца объясняет это заботой о хронических больных и людях с психическими расстройствами. Логика властей такова. Полная изоляция дома при депрессии или затяжных болезнях может ухудшить состояние, а вот работа и социальные контракты помогают держаться в этом тонусе. Аналитики при этом отмечают, что такая модель также может снижать нагрузку на кассы медицинского страхования. Если, например, человек работает на полставки во время болезни, страховая компания, соответственно, оплатит меньше пособия. Гамбургская модель – это про здоровье и реабилитацию, а вот частичная больничная – это про гибкость системы и возможную экономию выплат. Врачи настаивают, что право последнего слова должно оставаться исключительно в кабинете медика, а не определяться финансовыми интересами страховых структур или кадровых служб. Но давайте, друзья, честно, во что сегодня превратится обычный визит к терапевту, если все-таки эти процентные больничные завтра станут реальностью? Медицинское сообщество уже сейчас рисует крайне сложную и перегруженную бюрократией картину. Представьте ситуацию. У вас температура или сильно болит спина, а врач вместо того, чтобы сосредоточиться на вашем лечении, вынужден разбираться в ваших должностных обязанностях,
Ему придется буквально оценивать, на сколько процентов вы сегодня способны работать, на 50 или 25, а затем еще и юридически корректно это все оформить в справке для работодателя. В условиях немецких таких праксисов, где на одного пациента и так выделяется минимум времени, эта идея выглядит крайне спорной и вызывает много вопросов. Но показательно, что даже сама комиссия, которая разработала этот проект, признает наличие нерешенных моментов. Для обычного сотрудника это может стать психологически даже сложной ситуацией. Во-первых, когда человек болеет и принимает лекарства, ему трудно объективно оценить свои возможности. А во-вторых, и это ключевой, кстати, момент, появляется риск давления со стороны самого работодателя. Сотруднику могут дать понять, что при частичной нетрудоспособности от него ожидают участия в работе. В результате может усилиться явление, когда человек выходит на работу в нездоровом состоянии, что снижает его эффективность и может затягивать процесс восстановления. Глава Социального союза Микаэла Энгельмайер отмечает, что в реальной жизни принцип добровольного согласия пациента может работать не так однозначно, как предполагается в теории. Многие сотрудники могут чувствовать дополнительное давление из-за опасений за свою работу или доход. Критики реформы считают, что данный экономический эффект может быть достигнут за счет снижения выплат по Кранкергельд, однако при этом существует риск увеличения нагрузки именно на здоровье работников. В таком сценарии часть людей может возвращаться к работе раньше полного восстановления, что в долгосрочной, именно перспективе, способно привести к дополнительным медицинским и социальным последствиям. Но пока правительство ищет способы повысить вовлеченность людей в рабочий процесс, даже в период болезни, в финансовом блоке Берлина решили наконец признать: старая пенсионная система Ристер-Ренте фактически исчерпала свою эффективность. Сегодня я хочу разложить по полочкам новую стратегию частных накоплений, которую Бундестаг утвердил на замену старым неповоротливым страховкам. Если раньше Ристер ассоциировался с бюрократией и низкой доходностью, то теперь правила игры меняются довольно заметно. Коалиция ХДС, Христианско-демократического союза и социал-демократов обещает больше гибкости и, что особенно важно, доходность, способную конкурировать с инфляцией. Главная цель властей понятна – стимулировать граждан активнее формировать собственное накопление, поскольку нагрузка на государственную пенсионную систему продолжает расти. И главная суть реформы – это разделение счетов по уровню риска. Теперь у вас есть 3 четких пути. Первый – для тех, кто не готов к колебаниям рынка. Это счет со 100% гарантией возврата всех вложенных средств. Второй вариант – это золотая такая середина с гарантией 80%, где часть средств инвестируется на рынке для потенциально более высокой доходности. И третий, самый агрессивный – это инвестиционный счет без гарантий, рассчитанный на максимальный результат в долгосрочной перспективе. Для тех же, кто не хочет вникать в тонкости фондового рынка, государство предложит даже стандартный усредненный, счет с понятными условиями. Но по-настоящему важный момент здесь совершенно в другом. Теперь в систему допускают самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые раньше, вы знаете, часто оставались за рамками государственной поддержки. Арифметика субсидий выглядит так. На каждый ваш евро при вложениях до 360 евро в год государство добавляет еще сверху 50 центов. Если вы готовы откладывать больше, до 1800 евро, то на каждый евро свыше этого порога начисляется по 25 центов. В итоге максимальный бонус от правительства может составлять 540 евро ежегодно. Это наглядное отличие от прошлой системы. Вместо тех сложных расчетов от дохода предполагается понятная доплата, то есть за каждый вложенный евро, что делает пенсионный счет более прозрачным инструментом для ваших накоплений с государственной поддержкой. Но самый весомый козырь новой системы приберегли для семей с детьми. Если вы откладываете на свой пенсионный счет хотя бы символические 25 евро в месяц, государство добавляет сверху еще 300 евро в год на каждого ребенка. Вдумайтесь, при минимальных личных вложениях ваш капитал растет за счет прямой бюджетной дотации, которую раньше в Ристере во многом нивелировали те страховые комиссии и сложные формулы.
Это ключевой элемент реформы. Правительство фактически обеспечивает доходность, которую сложно получить на классических банковских вкладах в Германии. Почему же власти все-таки решили отказаться от старой программы, которая действовала с 2002 года? Ответ лежит на поверхности. Ристер-ренте со временем показала ограниченную эффективность из-за жесткого требования гарантировать сохранность каждого цента. Страховые компании были вынуждены инвестировать преимущественно в сверхнадежные, но низкодоходные гособлигации. В результате инфляция нередко просто-напросто опережала доходность, а самозанятые люди с низким доходом часто вообще избегали этой системы из-за ее сложности. Теперь же этот барьер убран, власти разрешили вкладывать средства в более широкий спектр инструментов, включая реальный сектор экономики и биржевые индексы, что потенциально открывает путь к доходности, например, в 5-7% годовых, вместо прежних существенно более скромных показателей. За этим решением стоит жесткая демографическая математика. В Германии меняется пропорция. Работающих людей, вы знаете, становится меньше, а пенсионеров больше. Государственная пенсионная система испытывает растущую нагрузку, и уровень будущих выплат может оказаться под серьезным давлением. То есть, по сути, правительство Мерца дает такой себе сигнал: одной государственной пенсии в будущем может быть недостаточно для привычного уровня вашей жизни. Именно поэтому сейчас внедряется более рыночный такой подход с упрощенными надбавками и дополнительными бонусами. Людей стимулируют активнее формировать личный капитал, чтобы в долгосрочной перспективе снизить ваши риски финансовых трудностей в пожилом возрасте. Но раз уж правительство все-таки взялось стимулировать нас вкладывать в будущее, логичным продолжением стала и масштабная реформа жилого фонда. С 15 апреля 2026 года Берлин открывает программу субсидий на установку зарядных станций для электрокаров прямо у вас дома. Проблема назрела давно. В Германии, вы знаете, миллионы людей живут в многоквартирных домах, где есть парковочное место. Но вот зарядить машину там физически невозможно. Министр транспорта Патрик Шнайдер открыто признает: отсутствие инфраструктуры в частном секторе – один из ключевых факторов, замедляющих развитие электромобильности. Чтобы сдвинуть, назовем так, ситуацию, власти выделяют внушительные 500 миллионов евро целевого финансирования. Уже через несколько дней подать заявку на финансирование смогут не только крупные застройщики, но и обычное сообщество собственников квартир, так называемые ВЭГ, а также малый бизнес и частные арендодатели. Эта программа не разовая мера, сразу скажу, а важная часть мастер-плана 2030, который утвердили в конце еще прошлого года. Суть заключается в том, что государство не рассчитывает только на рыночные механизмы в вопросе развития зарядной инфраструктуры в подземных гаражах и во дворах. Теперь акцент смещается именно с общественных станций на те места, где автомобили находятся большую часть времени, то есть в жилых зонах. Такая субсидия покрывает не только саму станцию, но и подготовительные работы. Министерство транспорта готово выделять до 1300 евро за каждое парковочное место на подведение кабелей и установку необходимого оборудования. Это реальная возможность повысить ценность своей недвижимости. Наличие инфраструктуры, вы понимаете, для электромобилей напрямую влияет на рыночную стоимость объекта. Власти таким образом стимулируют модернизацию частного жилого фонда, чтобы к 30 году существенная часть автомобилей в немецких дворах могла без ограничений подключаться к сети, снижая нагрузку на городские станции. Но если вы решите не просто проложить кабель, а сразу установить готовую зарядную станцию, сумма поддержки вырастает до 1500 евро. Но наиболее заметные субсидии предусмотрены для тех, кто выберет систему с так называемой двухнаправленной зарядкой. Это такая технология, при которой автомобиль не только потребляет энергию из сети, но и может отдавать ее обратно в дом в часы пик. За такие решения государство готово выделять до 2000 евро субсидий. По сути, речь идет о создании, скажем так, умного энергоузла прямо в вашем гараже при поддержке государства.
Разумеется, у этой программы есть четкие технические требования. Чтобы получить финансирование, в многоквартирном доме необходимо электрифицировать не менее 20% всех парковочных мест, причем минимум 6 точек должны быть оборудованы одновременно. Еще одно важное условие – мощность одной станции не должна превышать 22 кВт. Это ограничение связано с тем, чтобы не перегружать электросети, особенно в старом жилом фонде. Важно понимать, что финансирование покрывает не только само оборудование, но и, как я сказал, сопутствующие работы от прокладки кабелей до установки современных счетчиков. Процедура подачи заявок в этот раз тоже упрощена, все проходит в цифровом формате через специальный портал, который разрабатывает аудиторская компания PwC. Но самое здесь важное – это изменение касается сообществ собственников. Теперь им разрешено подавать заявку на субсидию еще до окончательного согласования жильцов по проекту. Это на самом деле заметно ускоряет процесс, у объединений появляется до полугода после предварительного одобрения, чтобы согласовать все детали внутри дома. По сути, сначала резервируется, скажем так, финансирование, а затем решаются те организационные вопросы на уровне самих собственников. Если же мы с вами сейчас подведем итог этой электрической реформе, то важно здесь нам с вами понять, как Министерство транспорта Германии расставило приоритеты в распределении самих денег. Чтобы, например, не допустить ситуации, когда крупные жилищные корпорации за короткий срок выберут большую часть бюджета в 500 миллионов евро, ведомство разделило заявителей на две очереди. Если вы частный домовладелец, малый бизнес или обычное сообщество собственников квартир, ваша заявка пойдет по зеленому коридору сразу. Обработка начнется максимально быстро и без лишних задержек. А вот крупным участникам рынка недвижимости придется участвовать в конкурсном отборе. Это шаг, который дает больше возможностей именно среднему сегменту модернизировать свое жилье при поддержке государства. Масштаб этой программы в цифрах действительно существенный, вы видите, в Германии насчитывается более 21 миллиона квартир, к которым привязано почти 9 миллионов парковочных мест. Фактически правительство Мерца пытается охватить существенную часть жителей страны, у которых есть автомобиль, но отсутствует инфраструктура для зарядки. Это на самом деле чисто такой экономический расчет. Берлин одновременно решает несколько задач, снижает барьеры для покупки электрокаров и создает дополнительный спрос для электриков и строительных компаний, а также стимулирует рынок производителей зарядных станций. Министр транспорта Патрик Шнайдер подчеркивает, что речь идет о долгосрочном изменении подхода. Эти 500 миллиарда евро – лишь часть более широкой стратегии энергетического перехода. В выигрыше могут оказаться разные стороны, например, специалисты получают новые заказы, владельцы недвижимости – потенциальный рост стоимости объектов, а государство – развитие, соответственно, инфраструктуры для экологического транспорта. Для нас это такой четкий сигнал. Если у вас в доме больше 6 парковочных мест, сейчас есть возможность подать заявку и воспользоваться той программой, пока портал PwC принимает обращение. Вы знаете, разбираться сегодня в тонкостях немецких субсидий дело, конечно, полезно, но порой государственные правила игры затрагивают и личные аспекты жизни, превращая даже семейные решения в предмет финансового расчета. Сегодня я хочу разобрать тему, которая в Германии долгое время считалась деликатной, но сейчас обсуждается все чаще. Я имею в виду повторный брак в пенсионном возрасте. Любовь, конечно, не знает границ, но немецкое законодательство достаточно четко определяет последствия этого шага. Для многих пенсионеров поход в ЗАГС может стать неожиданностью. Финансовое положение, право на наследство и, главное, пенсионные выплаты способны существенно измениться и не всегда в более выгодную сторону. Самый острый здесь нюанс, о котором часто забывают в предсвадебной суете, касается вдовьей пенсии. Юридический смысл здесь в том, что как только вдова или вдовец официально вступают в новый брак, право на выплаты за умершего супруга, как правило, прекращается. Государство исходит из того, что после заключения нового брака финансовая ситуация домохозяйства меняется. Однако пенсионное страхование Германии предусматривает своего рода компенсацию. По данным эксперта, при первом повторном браке может предоставляться разовая выплата, равная 24-кратному размеру ежемесячной вдовьей пенсии.
Но важно здесь учитывать, такие средства не начисляются автоматически. Чтобы получить выплату, необходимо подать официальное заявление и предоставить новое свидетельство о браке. Сумма напрямую будет зависеть от типа пособия. Если вы получали большую вдовью пенсию, выплата может составить эквивалент примерно 2-годовым суммам. Если же это была маленькая пенсия, ограничение по сроку компенсации рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду. Это важная арифметика, то есть фактически государство предлагает разовую выплату вместо дальнейших регулярных начислений. Прежде чем принимать решение, стоит заранее оценить, что окажется выгоднее в долгосрочной перспективе – стабильный ежемесячный доход или крупная сумма сразу. Но самое чувствительное в пенсионных браках – это так называемая проверка на искренность со стороны государства. В Германии действует правило: если новый союз продлится меньше 12 месяцев, пенсионное страхование может в отдельных случаях рассматривать его как возможный фиктивный брак. В такой ситуации, если один из супругов уходит из жизни, второму может быть отказано в пенсии по потере кормильца. Исключения возможны, например, при трагических обстоятельствах вроде ДТП, но вот в остальных случаях проводится достаточно тщательная проверка обстоятельств брака. При этом у официального брака есть и сильный финансовый плюс, который часто перекрывает риски. Это налоговые преимущества при наследовании. Важно вам знать, что законные супруги могут передавать друг другу до 500 000 евро без налога. Для сравнения, при совместном проживании без брака, например, необлагаемая сумма существенно ниже, около 20 тысяч. И посчитайте сами, при наследстве 500 000 евро супруг в официальном браке может получить всю сумму абсолютно без налогообложения, а партнер без регистрации отношений после обращения в налоговую сталкивается с тем обычными ставками налога на наследство. Разница в итоговой сумме может составлять более 100 000 евро, и это напрямую, как вы понимаете, связано со статусом отношений в Германии. Однако важно учитывать и семейный фактор, а также возможные обязательства перед социальными службами. Если, например, у вас есть дети от прошлых отношений, новый брак может усложнить структуру наследования недвижимости. По закону, вы знаете, имущество распределяется между супругом и детьми, и доли могут быть существенно отличаться от ожиданий. Если вы хотите избежать сложных ситуаций с наследством семейного дома, юристы обычно рекомендуют заранее оформить нотариальное завещание. Также стоит учитывать обратную сторону – это взаимные обязательства по содержанию. Если один из супругов попадает в дом престарелых, государство может учитывать финансовые возможности второго супруга при расчете оплаты ухода. А если человек получает базовое пособие по старости, его размер может быть скорректирован при изменении доходов в семье. Но финансовые расчеты с государством не заканчиваются в кабинете нотариуса, даже ваш собственный кухонный стол может в некоторых случаях стать инструментом для легального снижения налоговой нагрузки, если, конечно же, правильно учитывать это в вашей декларации. И еще одна тема. Сегодня в Германии продолжает действовать одно из самых удобных правил для тех, кто не горит желанием каждый день пользоваться общественным транспортом. Речь идет о фиксированной надбавке за домашний офис. Государство позволяет учитывать по 6 евро за каждый рабочий день, проведенный вне офиса компании. Это установленная норма, которая пришла на смену тем старым транспортным вычетам и позволяет за год уменьшить налоговую базу максимум примерно на 1260 евро, что соответственно эквивалентно около 210 рабочим дням. Суть этой льготы в ее относительной простоте. В отличие от более строгих правил прошлых лет, вам не всегда требуется отдельный кабинет с дверью и специальным оборудованием, чтобы воспользоваться вычетом. В ряде случаев достаточно того, что работа выполнялась преимущественно из дома, будь то кухонный стол или угол в гостиной. Эта опция доступна не только для наемных сотрудников, но и для самозанятых студентов и стажеров. Однако важно соблюдать принцип «либо-либо». То есть в один и тот же день нельзя одновременно учитывать и расходы на домашний офис, и компенсацию за дорогу до вашей работы. Налоговая в таких случаях внимательно проверяет корректность заявленных вычетов.
Но есть и важный технический нюанс, на котором многие допускают ошибку. Эта надбавка указывается в приложении N как профессиональные расходы. То есть реальная налоговая выгода появляется только в том случае, если общая сумма ваших профессиональных расходов за год превышает установленный государством стандартный порог в 1230 евро, который учитывается автоматически. Исключение предусмотрено для тех, у кого нет постоянного рабочего места у работодателя. Например, для некоторых категорий предпринимателей им разрешено учитывать домашние, скажем так, 6 евро даже в дни, когда они частично работали вне дома. По сути, это один из самых простых способов в рамках правила снизить налоговую нагрузку, если корректно все-таки фиксировать дни работы из дома. Многие опасаются, что для получения этого вычета придется вести детальный дневник вплоть поминутно. Но на практике налоговая в ряде случаев допускает достаточно гибкий подход. Чтобы ваши данные в декларации выглядели правдоподобно, важно, чтобы количество просто указанных дней соответствовало реальной рабочей ситуации. Мой совет: можно ориентироваться, например, на календарь за 2025 год, вычесть законный отпуск и дни болезни, а вот те оставшееся количество рабочих дней и будет вашим базовым ориентиром. Если вы работаете на неполной ставке, достаточно указать фактические дни, когда работа выполнялась из дома, а не в офисе. Однако здесь важно правильно выбрать более подходящий вариант из тех двух возможных. Государство предлагает либо фиксированную надбавку за домашний офис, либо тот классический вычет за отдельно рабочее помещение. Разница в налоговом эффекте может быть существенной. Если у вас, например, есть отдельная комната, которая используется исключительно для работы, и это можно подтвердить документально, то учет фактических расходов на аренду, отопление, электричество вот этой вот площади в некоторых случаях может быть более выгодным, чем та фиксированная дневная надбавка. Эти две льготы не единственная возможность оптимизации налоговой нагрузки. Помимо надбавки за домашний офис можно учитывать и рабочие инструменты, например, от эргономического кресла вашего и монитора до мыши и профессиональной гарнитуры. Все это включается в графу профессиональных расходов. Если у вас официально признан домашний кабинет, также может учитываться часть затрат на интернет и телефонную связь. Но если налоговые вычеты за домашний офис помогают сэкономить уже заработанное, то свежие данные из ритейла показывают, как меняется зарплата и на какой реальный доход в Германии сейчас могут рассчитывать те, кто обеспечивает нас продуктами каждый день. Сегодня я хочу заглянуть в уровень доходов сотрудников одного из самых крупных игроков на немецком рынке – сеть Aldi. В этой корпорации трудится около 50 тысяч человек, и разброс должностей там колоссальный, от айтишников до тех, кто сидит на кассе. Анализ зарплат по состоянию на сегодня в сравнении с данными двухлетней давности вскрыл любопытный тренд. Доходы выросли практически по всей вертикали, и это прямое отражение борьбы за кадры, которая сейчас идет в Германии. Давайте пройдемся по конкретным цифрам грязными, то есть до вычета налогов. Рядовой кассир в Aldi сейчас получает в среднем 33 200 евро в год. В месяц это выходит около 2766 евро. По сравнению с 2024 годом их зарплаты поднялись почти на 4%. Государство и профсоюзы постепенно повышают планку, вы знаете, минимального дохода вверх. Если же мы поднимемся чуть выше по карьерной лестнице, то специалисты по розничной торговле видят в расчетах чуть более 3000 евро в месяц, а руководители филиалов зарабатывают в среднем по 5300 евро. Но по-настоящему деньги начинаются на уровне управления и технологий. Региональный руководитель сбыта получает около 7750 евро в месяц, а IT-менеджер проектов почти 8500 евро в месяц. Разрыв в доходах между залом и офисом остается трехкратным. Однако важно понимать, что работа в дискаунтерах вроде Aldi славится своей высокой интенсивностью. За эти деньги от сотрудников требуют максимальной отдачи, и текущее повышение зарплат – это вынужденная мера, чтобы люди не уходили в более спокойные секторы экономики. Давайте же разберемся, откуда у Aldi вообще берутся деньги на такие зарплаты, которые выше рынка. Дискаунтер заявляет на своем сайте, минималка у них 15 евро в час.
Это существенный отрыв от официального государственного минимального в 13,90. Для тех, кто работает, например, на кассе или выкладывает товар, эта разница в евро с лишним к концу месяца превращается в ощутимую прибавку. А если у вас есть стаж или вы работаете в дорогом регионе, оплата становится еще выше. Но бесплатный сыр, как мы знаем с вами, бывает только в одном месте. Аналитики из Frankfurter Rundschau объясняют эту бизнес-модель так. Альди платит больше, потому что нагрузка на сотрудников остается высокой. У них все устроено предельно просто. Минимум товаров на полках, никакой лишней суеты. Это позволяет держать в смене меньше людей, чем в обычном супермаркете. Зато на того, кто вышел на смену, приходится сразу несколько задач. Ты и кассир, и пекарь, и грузчик. Если зайти на портал отзывов Kununu, то ситуация в целом подтверждается. Люди хвалят зарплату, говорят, что она реально выше, чем у конкурентов, но в комментариях часто упоминают высокий уровень стресса и давления на работе. По сути, Альди предлагает более высокую оплату в обмен на очень интенсивный рабочий ритм. Это вариант для тех, кому важно быстро заработать, но превращать такую работу в долгий путь на годы – это решение требует осторожного подхода. На этом у меня на сегодня все. Следите за условиями своих контрактов, не упускайте детали пенсионных надбавок и помните, в Германии сейчас за каждым лишним евро в договоре важно внимательно смотреть, что за ним стоит. Спасибо за просмотр.